Приветствую, ребят! Мы всегда становимся активными, динамичными, заинтересованными, когда читаем без пробега по РБ несколько дней из Европы. Все, мозг отключается, мы уже готовы ехать и покупать эту машину. Даже за последние деньги, она же из Европы. Не так все радужно, я вам хочу сказать. Не так все, правда, и плохо, но об этом сегодня подробно и поговорим. О нашем герое. Ford Galaxy, 2011 год. Смотрела я его 9 декабря 2024 года. Почему снимаю так поздно? Чтобы посмотреть по пришествию полугода. Сегодня 25 мая 2025. Полгода прошло, можно оценить автомобиль, что с ним происходило, что с ним стало. И все с ним хорошо. Правда, машина хорошая, но она уже 7-я была. Мы искали S-Max и Ford Galaxy. Это одна и та же машина, отличается только задней частью. У S-Max более плавный переход, тут более прямая форма задней части, там более плавный переход. И спереди у S-Max фары круглые еще в бампере, две штуки стоят, поэтому внешне можно так и отличить. А так это одна и та же машина. Большая семья, нужна большая машина. Peugeot 5008, я его, кстати, снимал. Тоже был на канале первого поколения 5008. Решили не покупать, потому что эта машина побольше. И попросторнее. Для большой семьи как раз подходит. Больше места в салоне. И, кстати, подписывайтесь на мой канал в телеге. Там вся эксклюзивная информация, в том числе, как я смотрел, искал эту машину. Также подписывайтесь на мой лайв-канал. Там видео по осмотру именно этого автомобиля. Кому интересно, переходите, смотрите. Одиннадцатый год, какой может быть и плюс? Ну и по сердцу автомобиля у нас 1.6 DV6 дизель, 115 лошадиных сил при 3600 оборотов, 270 крутяжки с 1750. Porsche 75, ход его 88,3. Чему эти цифры, как многие пишут на других видео? К тому, что двигатель длинноходный и снизу тяга чувствуется. Ну, не сильно много тяги для такой махины, но тем не менее тяга снизу ощущается за счет длинноходной поршневой. 8-клоп, алюминиевый блок с чугунными гильзами, ГРМ ременной. Если взять сам двигатель, он очень популярен. Он становится здесь, на Peugeot 5008, на многих Peugeot, на Citroёnах, также на моем Mitsubishi, как у меня 1.8, но Mitsubishi с 1.6, с таким же 1.6 они шли. То же самое стоит и на SX. У Peugeot, который мы снимали, там 2015 год был, с 8 Blue, и там уже 120 лошадиных сил. Здесь 8 Blue нету, поэтому здесь еще 115. По двигателю сам по себе неплох. Единственное, конечно, течи из масла из-под клапанной крышки. С теплообменника антифриз сочится, нужно менять прокладку. Самое главное, держать уровень масла к максимуму постоянно, потому что масляный насос находится максимально высоко, так скажем, не в самой глубине поддона, а чуть выше. Получается, если у вас средний уровень, то может быть масляное голодание. Лучше выдавить сальник, чем положить себе мотор. Но каждый решает по-своему. Уже после 100 уже и тяжело будет, да. Но 120 больше ей не стоит. А если машина пригружена людьми и какими-то своими вещами, то 100, и эконом-режим 100-105, где-то такой машине самое нормально. Что... По коробке у нас 6-ступенчатая механика, а вот на Peugeot был автомат. И поездив, сравнив эти две машины, хочу сказать, что здесь механика и нужна, ребят. Потому что Peugeot на таком двигателе разгоняется за 12,3 секунды до 100. Здесь 13,7. То есть уже 1,5 секунды проигрыша по динамике. И так не быстро, а тут вообще не сильно быстро. И если поставить сюда автомат, то вы окончательно ушатаете себе динамику. Поэтому здесь механика и нужна, чтобы вы сами выбирали режим и более-менее динамично двигались снизу. Благо этому сопутствует длинноходная поршневая.
Вот почти в 3000 кручу, чтобы вот как ехать на 2-литровой машине, там до 2000 крутишь, там 200 максимум следующую передачу. Здесь 2,5 в 2700 выкручиваю, чтобы также ехать, также динамично. Получается, нужно крутить. Будете чаще крутить все остальное, больше буста, быстрее турбина под напругой. Ну, рискуйте турбиной, поэтому они меньше ходят, чем на 2-литровых. Но и здесь расход меньше. Да, в идеале здесь нужен 2-литровый дизель. Механика либо автомат уже выбирать каждому. Вы можете сказать, так, 2-литровый надо было искать, 2-литровый сейчас проблемнее пригнать. В основном 1.6 в продаже. А если 2 литра, там 300 тысяч, за 300, и сразу ценник возрастает. Короче, было принято решение искать 1.6, искали поэтому 1.6. Да, можно пригнать и 2-литровый. Есть хитрости и ловкости. И сейчас становится более популярным северо-западное, а не западное направление, уже туда идет поток. Вот, и поэтому, если все же уже искать, то да, 2 литра такой машине, 1.6 неплох, но 2 литра подинамичнее. Не менее экономичнее, но подинамичнее. Но владельца 1.6 устроил, говорит, будем искать 1.6, и он уже привык к машине, ему нравится, все хорошо. Самое главное, конечно, еще играет роль, после чего вы пересели. Конечно, если вы пересели после Twin Turbo, 6 секунд до 100, а потом решили обзавестись большой семьей, и вам это будет мучительно, да. Ну, смотря после чего вы ездили. Если не особо так 100-120 лошадей у вас были автомобили, то здесь машина вас не разочарует. Она не совсем овощ. Не быстрая, но не овощ. По отдельному бонусу, это, конечно же, цвет автомобиля. Мне он очень нравится. По техпаспорту он серый, а так он какой-то сиреневый. Цвет очень идет этой машине, белый ей вообще не идет. Но там, на мой взгляд, я не хочу никого обидеть. Среди черных, серых, серебристых, этих банальных цветов она смотрится получше, на мой взгляд. Это еще один плюс этой машине. Я подаю негативный пример. Я недавно поставил на Mitsubishi мухобойку, мне подогнали и так. Я ради эксперимента решил поставить. И владелец взял с меня негативный пример, поставил ее сюда. После покупки машина наездила 8000 километров. С момента покупки ее менялось только масло и фильтра, джентльменский набор. Также владелец обработал днище, что я вам тоже рекомендую сделать, потому что 1-2 зимы вся рыжня наружу, чем только сейчас не посыпают. По ходовой здесь еще руки не прикладывались. При осмотре было видно, что много новых элементов здесь установлено. Сход-развал есть, резину не жрет. Здесь стояла новая зимняя резина, правда на штампах не так красиво смотрелась, но зиму владелец отъездил, все хорошо. Классная резина, купил помимо масла и фильтров затраты, это еще 4 литых диска и 4, соответственно, новые шины летние. Но шину он поставил на 65-й профиль, машина стала выше, да, но динамика еще хуже стала, потому что шины больше по размеру. Поэтому я всегда на свои автомобили во все времена ставлю минимально допустимый размер. Получается лучшая динамика у вас и меньше тормозной путь. Все равно оптимальнее. Но здесь машина смотрится красивее немного все равно на таких колесах, что не говори. По ходовой преимущество перед Peugeot, что здесь, да, спереди также Макферсон, но сзади многорычажка, а у Peugeot балка. Peugeot выигрывает динамикой, но проигрывает все же комфортом. На многорычажке здесь комфортнее и мягче ездить на этой машине. Прям такой уверенной жесткой тяги нету снизу, но старается. Автомобиль старается. Вот до 2,5-2,300 кручу, и до 70 нормально, бодро, активно разогнались. Не бодро, но активно, хорошо. Все же это не атмосферник, турбина помогает. Плюс еще надо дать должное, то что здесь, как я уже сказал, владелец поставил чуть повыше колеса. И динамику тем самым еще ухудшил. Если профиль поставить не 65-й, как здесь стоит, а 60-й, по-моему, ей положим. Потому что, говорит, когда поставил, хуже поехало. Соответственно, есть еще способ, как улучшить себе динамику. Портит внешний вид, но добавляет безопасности от прилетающих сзади. Это, конечно же, фаркоп. Но я бы его лично не снимал бы, потому что есть у нас резкие ребята, которые вечно спешат. И самое главное на дороге. Хоть это дорога общего пользования, но все равно не самое главное на этой дороге. По багажнику. Машина 7-местная. 2 сиденья здесь уже спрятано автоматически. И по пространству багажника я не запоминал, сколько в литрах, но больше, чем у Peugeot, разумеется. Соответственно, больше, чем у S-Max, потому что у S-Max, как я уже сказал,
скошена задняя часть, и она уже чуть-чуть пониже будет сзади. То есть простор у Galaxy больше, особенно если убрать заднее сиденье, сложить шторку, все это очень удобно для свиданий. Больше этой машины я уже не знаю, либо Tahoe, какой-нибудь Escalade, либо уже там Sprinter максимальной базе на Spark. Если вам нужна еще большая машина, я уже не знаю, что можно взять, кроме этих вышеназванных автомобилей. Ну и что в салоне, кроме простора? Преимущество, то, что я ненавижу, и здесь этого нету. Все стеклоподъемники электронные, потому что эти весла уже задолбали, уже сколько можно эти весла до сих пор ставить. Удобный руль, все хорошо. Круиз на руле тоже очень удобно. У меня на Mitsubishi справа, здесь слева. Это очень удобная функция, очень хорошо расположена. Мне это нравится. Пункты бортового меню, все по ГОСТу, все как надо. Удобная ручка ручника. Я люблю, правда, электроручник, но механический тоже пойдет. Удобно, но во время движения так не подержишься. Иначе вы все колодки с дисками сотрете в ноль полностью. Но это, конечно же, удобно. Подогревы передних сидений – это преимущество. Ну, управление климат-контролем, все. И переключение светофары, все как по ВАГу, это все легко. Плюс еще у нее встроенная вибаста, то есть она раз-два и в машине тепло. Нету такого, что вы, блин, мерзнете, не можете никак, особенно зимой. Она говорит, доехали до точки, уже только теплый воздух пошел, но вам уже надо глушить машину, выходить и идти там по своим делам. Здесь такого нету. Здесь действительно раз-два и достаточно быстро прогревается весь салон. Я и не привыкал к ней. Я сел, поехал, все, пункты привычные, управление фарами, все, я сел, поехал. То есть привыкать не приходится. Если только после кого-то другого. Но вот опять же, делать привычки, это все понятно, все нормально. Единственное, не так удобно, как было в Peugeot 5008, там ручка КПП была не под углом, а прямо, и подлокотник был поближе, и там, не отрывая руку, можно было сидеть, спокойно щелкать передач. Правда, там автомат это делать не нужно, но если механика, тоже было очень удобно на таком расстоянии, просто сидишь и щелкаешь, руку не отрывая. Здесь все равно немного надо елозить. По подлокотнику он, опять же, двойной, все нормально, достаточно глубокий, там подлокотник и ниша подлокотника не так важна, потому что есть дополнительные бардачки, куча всяких органайзеров. Минивэн – это всегда преимущество в этом деле. Над головой места вообще предостаточно. Поэтому мягкий велюровый салон, я кожу не люблю, поэтому для меня велюр – это преимущество. И здесь достаточно мягко. Боковая поддержка, вернее, намеки на нее есть. И здесь не жестко. Салон не жесткий и не самый дешевый. Поэтому здесь есть качество. Почему? Это та же самая торпеда, мягкий пластик, все хорошо, красиво, мне это нравится. И не так это скудно и дешево смотрится, самое главное. Нет дверная карта уже пластик немного мягкий, он жестче, чем этот. Немного мягкость какая-то есть, но надо дать должное время движения, никакого скрипа, ни сверчков, ничего такого я не видел. И самое главное, приятное состояние этих всех дверей. Вот реально приятно, нет вот никаких царапин, это здесь. У некоторых уже это декоративное покрытие, это не хром, это декоративка будет. Все нацарапано, как будто специально. Я не знаю, как можно так делать, чтобы это было. Уже подходишь смотреть машину, и уже и смотреть такое не хочется. Это реально хлам какой-то, я не могу понять, как и почему это происходит. Но здесь этого нету, и глаз ничего не режет. Все приятно потрогать, пощупать. Это мне нравится. Сзади говорить не приходится. Все прекрасно видно. Над головой места еще хватает. До переднего сиденья еще тоже далеко. Обдувы можно выключить, чтобы вас воздух не дул, как кому хочется. Заводские шторки. Все классно, все как надо. Сиденья мягкие. Еще говорят, что минивэн не молодежная машина. Бессовестно врут. Все, для разных целей машина подойдет. Для многих. Хотя все цели она, конечно, не перекроет. По городу все равно надо дать должное. Машина достаточно большая, объемная. Не особо на ней удобно парковаться. Но если какой-то коммерческой деятельностью заниматься, либо большая семья, куда-то далеко любите ездить, путешествовать, то эта машина хорошо подойдет. Все равно такая машина, она должна быть второй в семье, я считаю. Тут для всей семьи, чтобы куда-то съездить, покататься. Ездить на работу нужно все равно либо хэтчбэк, либо что-нибудь кашкая подобное. Чтобы запарковаться вот удобно, как Mitsubishi, тот же SX. Кроссоверы внедорожники дороже стоят уже с соответствующим простором.
Если менее объемная, более компактная, то, конечно, в эту же цену можно купить, но такого же просторного салона вы не получите. Опять же, не хватает здесь только холодильника. Ну, можно купить да установить, как в авоськах были в семерках BMW, вот это да. Но для всей семьи мягкий салон, комфортная подвеска, хорошая шумоизоляция на дальняк, всей семьей, милое дело на таком машине. На ходу, как я говорил, вот вроде... Но нету такой вот резкости. Она начинает брать. Вот есть тяга у нее снизу, потому что, как я упомянул, и опять же упомянул, что многие пишут, да зачем ты эти цифры говоришь, для чего? Вот это и есть. Как я снимал, помню, в свое время Ford Mondeo и сравнивал его тоже с B6. Гремит штатив, а не салон, поэтому это грохот от штатива сейчас идет. Вот. И мощность одинаковая, объем одинаковый, но посадка будто тебе за шкирку взяли, он сразу рвет. А у Mondeo квадратная поршневая максимально. Там 84-88, да, она длинноходная с точки зрения математического соотношения, но по ощущениям длинноходности нет. Она плавно, медленно набирает, уверенно, как Mercedes. Так. Нет вот такой резкости, которую я люблю. Но здесь такого нет. Она начинает брать уверенно, и не хватает этой резкости. Но как новый владелец, мы когда сели ехать, мне ни к чему не было вопросов, кроме динамики. Я говорю, подумайте, посмотрите. Он говорит, я как ты не езжу. Но у меня не было больше аргументов, у меня кончились аргументы, все. Мне нечего сказать, действительно. У человека более спокойный стилист, да, чем у меня. Я сел, этого нету, ему нормально. Ну и я уже так наблатыкался вроде, так, наловчился на ней ехать. Ну, действительно, так 100-120 нормально и по трассе, не особо. Конечно, если тут будет 7 человек вместе с водителем, то, да, тяжеловато будет автомобилю. А так, в принципе, неплохо. Но нужно все равно учиться на ней ездить. В том плане резкого маневра все равно не сделаешь. Если там перейти на передачу ниже, обогнать, там перестроиться, вот этого не получится у вас сделать. Поэтому это нужно учитывать. И как я сейчас сюда ехал на Мицубане, там не думаешь, там подкидываешь, он меньше, компактнее и динамичней. Любой, скажем так, маломальский трюк можно исполнить. Здесь такого у вас резко не выйдет. Поэтому нужно немного прогнозировать свое движение наперед. Не всегда это удобно и комфортно, хотя, как сейчас, часто пробки, и в пробках, опять же, преимущество. Но по расходу, опять же, радость здесь будет. В районе там 6,5 нажрет. Опять же, кто как ездит. И на ней комфортно ехать, длинная база колесная, поэтому достаточно мягко в этой машине. Первое, по ходовке нет никаких проблем, но все равно классика, разлетятся первые стоки стабилизатора, там какая-нибудь шаровая опора, наконечники, все это, но не сильно дорого это все здесь стоит. И так машина, конечно, неплохая для всей семьи, но по городу она все равно забольшая. Надо дать должное, потому что где-то запарковаться на ней будет проблем. И не где-то, а много где мест хватает, тяжело все равно на такой машине парковаться. Ну, конечно, владелец такой Toyota с нас посмеется, ее-то вообще запарковать сложно, рядом с фурами надо где-нибудь место искать. Но вот опять же, 2,5 кручу, закидываю, ну, вроде такая резкость появляется. Ну, все равно, вроде не совсем она овощ, можно на нее еще так. Тормоза отличные, тормозит она вообще класс. По шумоизоляции, опять же, кто после чего пересел, шум здесь будет по-любому, потому что объемный салон. Если вы после седана сюда сели, все равно вот эти завихрения, все это слышно. Объемный салон, от этого никуда не деться, это физика. Опять же, он поворачивает Peugeot 5008, только дорест. Ну да, там машина компактнее, меньше. С таким двигателем она быстрее, но салон меньше комфорта, меньше объема в ней. Но будет потише. В этом плане, да. По итогу, как я сказал в начале видео, эта машина была 7-й в списке нашем. Поэтому мы ее взяли, она была лучшей среди всех потенциальных вариантов. Все они стояли с 12 500 до 13 500. Это цены 2024 года. Сейчас примерно так же. Но сейчас рынок упал, сейчас, может быть, они будут немножко подешевле. Но, тем не менее, какого только шлака не было. У одного вся лысая резина, ее жрет, соответственно, сход развала нету.
нужно будет лезть в ходовую. Ходовая, хочу для примера вам сказать, вот в том году я поменял всю ходовую на B6 своем Passat. Только на запчасти я дал 1500 рублей. Все свинблоки, рычаги, все это барахло 1500 рублей. Сейчас это будет 1700-1800 рублей. Только запчасти. Плюс ход-развал, плюс работа. Ну, может, вы будете делать это все сами, но все равно на запчасти вы раскошелитесь, плюс ход-развал. Считайте сами, сколько это по курсу. Доллар сейчас подешевел, но все равно 500-600 долларов вы отдадите. 600. 650 где-то плюс ход-развал совсем, плюс за работу, если вы будете делать это сами. У другого весь исцарапанный салон. Да, химчистка поможет, она всю грязь, пыль уберет, но химчистка не уберет затертый до дыры салон и царапины на дверных картах. Везде, я не знаю, как будто там ножами махались или что там, блин, самураи. У одного там вентилятор не затыкался постоянно. Минус 10 на улице. 2 минуты машина поработала, уже температура поднялась, уже вентилятор маслась без остановки. Поэтому какого только шлака не было. Это реально, это слово максимально мягкое и максимально этому всему подходит. Это лучший вариант, поэтому мы его забрали. 13.30 за него хотели, за 13 мы его забрали. Владелец доволен. Вложений в машину никаких не шло, кроме масла, фильтров, ну и комплект колес летних. По сути, на это мы и скинули все. Самое главное, что доволен владелец. Я не хотел этим видео сказать, что все машины шлак, которые едут из Европы. Нет, но его везде хватает. Как и здесь, так и там. Не надо питать иллюзий. Что раз машина оттуда, она вся новая, идеальная. Опять же, для примера, мой Mitsubishi, да, хороший, я им доволен, рад, все хорошо с ним. Но такой же дизельный пригнали люди, знакомые. Тоже 1.8, только 115 лошадиных сил, а мне 150. И поменяли уже полмашины буквально. То есть ходовая. Лезли уже и в форсунки, всю топливную аппаратуру поменяли. Также рулевая рейка начала уже подтекать. И люди закопали в машину 3000, нифига не рублей. Поэтому выбирайте осознанно, смотрите, проверяйте, шмонайте ВИН-код, чтобы не попасть на деньги. Потому что купить шлак здесь, что купить шлак оттуда, разницы никакой. Спасибо большое за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Счастливо, увидимся!